Я не брею пи***. Ничего, сестра, настоящий Тарзан не боится джунглей. Всем здорово! Я не хотел делать это видео и, возможно, открываю им ящик Пандоры, но не поделиться с вами отборной шизофренией уже не мог. Сегодня я открою вам правду, которую от всех нас скрывали, что математика – это мужская наука, пицца – разделение круглого женского начала на кусочки и что такое патриархат под микроскопом. Вы уже, наверное, догадались, что сегодня мы с вами окунемся в равноправие. Как говорится, Петрович, включай насос, тут склизко. Достали со своим феминизмом, у вас уже у всех есть права. Ну, пока не уйдет стеклянный потолок и на вышестоящих позициях в государстве, в работе хотя бы 50% не будут представлены женщин. Как это хотя бы 50%? Давай сразу 95% на все руководящие и, как сказала эта мадама, вышестоящие должности. Да-да, не удивляйтесь, ущемляет ее, скорее всего, не то, что женщин мало в руководстве страны или компании, а то, что эти должности именно вышестоящие. Хлебом не корми, дай подоминировать над кем-нибудь. А то, что любое руководство чем-либо или кем-либо имеет и другую сторону, большую ответственность, переработки, стресс, конфликты и прочее. И зачастую сами люди добровольно отказываются от такого повышения. Своими глазами видел подобное кучу раз. Зачем об этом думать? Надо назначать людей на должности по принципу, что у них там между ног. Я понимаю, что в каком-нибудь эскорте это определяющий фактор. Да и то далеко не всегда и не везде. Но даже не поднимаясь на уровень политики, банально на уровне искусства, как изменилось качество тех же голливудских картин после введения правил о разнообразии? Вопрос риторический. А ведь можно вспомнить кучу профессий, где почти тотальный перекос в сторону женщин, в том числе на руководящих должностях. Например, образование, медицина или та же самая судебная власть. Как и наоборот, что-то не вижу очередей женщин в шахты или на заводы. Может, все же есть справедливые причины, почему мужчины и женщины чаще занимаются какой-то определенной деятельностью. Это все равно, что предъявлять целым странам, почему они не занимаются добычей нефти или выловом рыбы, при том, что на их территории нет ни нефти, ни выхода в море. Вау! Вау! Вы шутите? Вы не шутите? Да ладно! Вы вышли из отцовского ануса? Губы точно не свои, правильно? Ну, вот. Мои. Ну, не может быть. Я араб. Зато у него У горло отца есть. большие губы. Возможно, у вас отец африканец просто. Араб. Араб, но с африканскими корнями, возможно. Тогда поверю, что свои. Это что, мэнсплейнинг девушки по поводу ее же происхождения? Это реально вот просто мой любимый, да, my favorite kind of pleasure. О, вы из Англии. Смотря какой фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Когда тебе объясняют что-то про тебя же, что ты знаешь определенно лучше, потому что это ты, но они такие, нет, у тебя, наверное, все-таки отец африканец. Girl, а теперь давай я объясню тебе, что такое мэнсплейнинг. Мэнсплейнинг – это когда мужчина объясняет тебе то, что ты и так знаешь, снисходительным тоном. Непонятно? Когда мужчина, то есть я, закладывает умные мыслишки в твою красивую головушку. Теперь понятно? Что делать, если вы случайно упали попой на фалоимитатор вашей жены? Не надо паниковать, не надо сжиматься в комочек, надо сесть в позу орла и постараться его из себя вытолкнуть. Заказываешь пиццу, поддерживаешь патриархат. Не знал? Хоть это больше мем, но он отражает тягу этих женщин объяснять наш мир через очень простые метафоры или сравнения с обыденными вещами и проецировать свои бредни, связанные с этими вещами, уже на наше общество. Вот как раз пример с пиццей. Круглая пицца – это женское начало, символ цикличности и самодостаточной женской сущности. Квадратная коробка – это рамки мужского мира. Нарезка на треугольники – это фаллический акт. Нарезание круга на острые клинья символизирует разрушение женской целостности, разделение на удобные порционные сегменты для личного потребления и контроля. Так что каждый раз, когда ты режешь пиццу, ты буквально совершаешь символическое расчленение женского начала токсичной маскулинностью. Но погодите-ка, если пицца олицетворяет женщин, то что олицетворяет шаверма? Значит ли это, что каждый раз, когда я ем шаверму, я подсознательно желаю засунуть себе в рот сочащийся белым соусом здоровенный мясистый Я феминистка, и нет, я не плачу 50/50. Ты мужчина, ты и платишь. Все просто. Так, братья, час сестра хиджаб неправильно надела. Так еще и харам своим прекрасным ртом произносит. Как будете камнями джина изгонять, волосы покройте, а то совсем как кефирка же есть. سوري كنت فاكره برتقال.
Знаете, как выглядит патриархат на микроуровне? Сейчас эта тетенька вам расскажет. У нее вообще очень интересные взгляды. Миньюз бы они заинтересовали. Будь у нас соцстрой, как утверждают эти женщины. Вот лишь малая часть этих взглядов. Наслаждайтесь. Не нужно равноправие с мужчинами. Женщины не равны мужчинам, потому что мужчина — это такое низкопробное существо, что просто без слез не взглянешь. Равноправие для меня будет достигнуто не когда все женщины будут служить в армиях, а когда мы начнем также сжигать мужчин на постах. Когда мы также массово начнем делать мужчинам лоботомию. Когда мы будем мужчин отправлять в психбольницы. Для меня равноправие будет тогда, когда мы начнем совершать над мужчинами убийство чести. Но это просто такое наказание за то, что он якобы опозорил семью. Когда все это будет исполнено, когда все это будет в действии, тогда я смогу сказать: сейчас мы наконец-то добились равноправия. Какое равноправие? На этих мужиках пахать надо. Это все, на что они способны. Я отказываюсь быть равной тому, кто отказывается эволюционировать. Лайк, если тоже отказываешься эволюционировать. Подписка, если заказываешь пиццу для восхваления патриархата. Когда я говорю, ты ведешь себя как мужчина, это не комплимент. Я тебя оскорбляю. Я хочу задеть тебя за живое. Когда я говорю, ты ведешь себя как мужчина, это не комплимент. Это значит, что ты, скорее всего, обесцениваешь слова, уходишь от ответственности, отказываешься развиваться, отказываешься признавать свои ошибки, используешь насилие любого рода для того, чтобы добиться желаемого, прикрываешься чужими мнениями, скорее всего, мнениями других мужчин, и называешь это правдой. Ну все, меня оскорбили, назвав мужчиной. Что дальше? Унизят, сделав мне омлет? Когда мужчина ведет себя как настоящий мужчина, то, скорее всего, мы увидим, что он использует женские качества: сострадание, внимание, любовь, заботу, эмпатию, помощь. Он слушает, он вовлечен, он беспокоится. Поэтому да, настоящий мужчина — это просто обычная женщина. Это, конечно, очень удобно приписывать все положительные качества себе, а отрицательные нарисованным в своей фантазии мэнам. Но это шизофрения. Может, я открою для этого одухотворенного лица Америку, но перечисленные качества универсальны. А еще они, о боже, наделены ярлыком добродетели самими людьми, а в нашей культуре распространились благодаря авраамическим религиям и трудам философов античности. Вам имя Сократ, Платон, Аристотель, Сенека, Марк Аврелий. Вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Это не говоря о том, что любые социальные животные, коими являются люди, используют взаимовыручку и доброту по отношению к своим сородичам, и не только к сородичам, как эволюционный механизм, дающий преимущество перед теми, кто так не делает. Хочу показать вам новость, которая вывела мой уровень агрессии на совершенно новый уровень. И это, дорогие мои дамы, патриархат на микроуровне. Когда я впервые увидел это видео, мне показалось, что она в медицинском халате, и мне прям стало страшно за нашу медицину. Приходишь на прием к такой врачихесе с простудой, а она из тебя евнуха сделает. Не знаю, как для вас, но я, когда смотрела на это, у меня было четкое ощущение, что я смотрю на язык. А если серьезно, увидеть в медицинской процедуре абьюз, это прям потужно, покруче пиццы будет. И наглядная демонстрация того, что бывает, когда мозг промывается пропагандой напрочь. Это выглядит как брак 70-летнего старика с 9-летней девочкой. Вообще-то, по канону 54-летнего старика и 6-летней девочки. Не знают базу гражданка, конечно. Мы сделаем все возможное, чтобы дать шанс даже самому покалеченному калеке. Когда науки не существовало, вся вина за рождение детей лежала на женщине. Не можешь забеременеть – бракованная. Не можешь сохранить ребенка – бракованная. Не можешь родить мальчика – бракованная. Не можешь сварить борщ – бракованная. Не зарабатываешь лям в месяц – бракованная. Не можешь пройти миллению в Elden Ring – бракованная. Но с наукой оказалось, что биологические часы сильнее тикают у мужчин, чем у женщин. Что оказывается, выкидыши до 12 недели зависят от качества спермы. Тошнота, рвота, токсикоз женщины во время беременности зависит от качества спермы. Какая сегодня будет погода? Зависит от качества спермы. Будет ли вкусный шаурма? Зависит от качества спермы. Останешься ли ты сегодня голодный? Зависит от качества спермы. И эта технология, это буквально не яйцеклетки. Это насильственное принуждение. Но раз уж из нас двоих медицинский бэкграунд есть, по всей видимости, только у меня, то я воспользуюсь своим правом на мэнсплейнинг и объясню, что тут происходит. На видосе демонстрируется передовая технология по оплодотворению. По сути, продолжение развития идеи ЭКО. Только вместо иглы доктора используется такой вот нанобот, который цепляет нужный сперматозоид и внедряет его в яйцеклетку. Фактически ничем не отличается от стандартной процедуры ЭКО, которой пользуются пары, которые не могут завести детей стандартным способом. Патриархат создает все комфортные условия для любого мужчины, буквально для любого мужчины. Тогда как скажите, блядь, мне, здоровой яйцеклетки, это калека. Я яйцеклетки, разлагающийся сперматозоид.
И раз уж топишь за дарвинизм и естественный отбор, выкидывай нах все лекарства и к врачам не смей ходить, потому что вся медицина направлена на то, чтобы ты не сдох и решить твои проблемы со здоровьем. Еще популярностью пользуются видосы, где фемочки рассказывают, что мужчины и женщины почти равны по силам и вообще с легкостью способны защитить себя от любых нападений. Физическая слабость женщин – это миф, придуманный патриархатом. Я недавно задумалась, а ведь наши предки женщин до возникновения государств как-то защищали свое потомство. Многие самки млекопитающих, они самцы защищают своих детенышей. А все доводы в комментариях о том, что это около бесполезно и лучший способ не оказаться жертвой преступления – это не вступать в конфронтацию, принимаются в штыки. Мне только что попалось отвратительное видео в Инстаграме. Девушка выкладывает видео, как она активно занимается в спортзале, и сверху видео есть текст. Учите своих сыновей, как уважать женщин, потому что я буду учить свою дочь, как бить хлебальники мужчинам, которые ее не уважают. Зайдя в комментарии, я ожидала, что там будет очень много женщин, которые будут говорить: да, girl, это то, что мы должны делать, класс, наконец. Но вместо этого туда набежала куча обиженных мальчиков, которые думают, что женское стремление к защите себя и своих дочерей – это просто проявление мужа-ненавистничества. И начали писать: девочка моя, сколько бы ты в зале ни занималась, любой парень 16-летнего возраста и старше может набить тебе хлебало. Я читаю это все и думаю, насколько же мены обижены и слепы к очевидной информации, что в СНГ, что в Европе, что в Штатах. Например, к информации о том, что девочек всю жизнь учат не противостоять обидчику и защищать себя, а подстраиваться под обидчика и не провоцировать его. Я открою секрет, но прикиньте, даже мужики опасаются неадекват и просто стараются не попадать в ситуации, где есть даже малейшие риски огрести. Ибо какие бы приемы из карате ты не знал, какой бы силы удар джебом у тебя не был, против ножа или огнестрела, или толпы противников ты не сможешь сделать ничего, только ухудшишь свое положение. И не дай бог, сам покалечишь кого-нибудь. Таких историй я лично знаю огромное множество. Как один чел заступился за незнакомую девушку и одним толчком в грудь отправил другого чела в Вальгаллу, потому что тот споткнулся и приложился головой к поребрику. Или как КМС по боксу ночью у клуба за 20 секунд истек от выстрела в ногу из травмата. Просто резиновая пуля попала в артерию. И все, чела нет. Думаю, вы сами помните из своей жизни такие истории. Можете поделиться в комментариях. Может быть, девушки поверят хотя бы комментаторам. Само собой, мы тут не будем разбирать биологию и опровергать каждый бредик. Достаточно вспомнить некоторые примеры поединков между такими вот боксершами и рандомными подпивасычами, уделывающих их в сопли. Две избухи терли заросшими лобками в ножницы, вырабатывая статическое электричество. Это статическое электричество подавалось в накопительный конденсатор, который, в свою очередь, был подключен к электрическому диоду, который мигал красным цветом, олицетворяя собой ред флаг и то, что мужчины не нужны. Еще сильнее погружаться в этот негатив, честно, не хочется. Дело это неблагодарное, гиблое. Но за лайки, да. Это если вдруг зайдет тематика. От себя добавлю лишь, что кроме смеха от таких видосов я испытывал сожаление и сочувствие. Потому что сложно представить, что люди могут быть настолько зациклены и промыты от одной только пропаганды. Явно в их прошлом был травматический опыт, который сделал их такими. И можно было бы воспринимать все их бредни как некую аутотерапию, от чего им становится легче. Если бы не тот факт, что легче им явно не становится. А еще они заражают сотни тысяч, если не миллионы других, еще молодых девушек своими проблемами и навязывают им ложную картину мира. Вот и получаются активистки в 0 лет или глубоко травмированные подростки, причем травмированные чужими травмами, с которыми они никогда не столкнулись бы. What the fuck is this? Если было интересно, поставь лайк и подпишись на канал. Для меня сейчас это очень важно. Молодые каналы получают больше охватов, если зрители активно комментируют, подписываются, ставят лайки, делают репосты. А еще можешь посмотреть мои другие видео. А мне что-то за это будет? Тебе ничего не будет за это, просто почет и респект бесконечный от нашей передачи. Вымпел какая-то, ручка. Ничего. Карточка. Не. Также можешь написать, о чем хотел бы услышать в следующем видео. Я читаю их все и отвечаю тоже на все. Еще услышимся. Твои яйца причина 7 миллиардов смертей в год. Мои яйца убийца, мой хуй пистолет. Если хочешь влюбиться, сразу делай меня.